Сегодняшнее видео будет очень красочным, ведь я приготовил для вас опыты со всеми цветами радуги. Поверьте, это будет очень ярко. Для первого опыта нам понадобятся вот такие дрожжи. Уверен, вы даже не догадываетесь, что я сейчас буду делать. Выкладываем конфеты на тарелку по кругу, и теперь их нужно залить теплой водой. Всего через несколько секунд дрожжи начинают окрашивать воду в вот такие цвета. Просто посмотрите, насколько это красиво. И самое главное, вы можете очень легко повторить этот эксперимент дома. Для следующего опыта нам понадобится вот такая бумажная салфетка, на которую фломастером мы наносим цвета, которые нам больше всего нравятся. Закрепляем салфетку, как указано на видео, и вниз емкости добавляем немного воды. Практически сразу вода напитывает салфетку, и по ней разбегается разноцветная радуга. Я готов смотреть на такую красоту вечно, ведь это очень красиво. Как мне кажется, это будет самый красивый опыт, который будет в этом видео. Нам понадобится 4 стакана, в которые мы наливаем воду, а также добавляем красители разных цветов. Все это мы готовим для того, чтобы окрасить лепестки этой белой розы в разные цвета. Напишите в комментариях, как вы думаете, получится у меня это или нет. С помощью ножа разрезаем стебель розы на 4 части, но сделать это оказалось не так уж и просто, ведь он очень твердый. Окунаем нашу розу в красители, а результат я вам покажу уже в конце видео, и вы узнаете, получилось у меня это или нет. Это не простые фломастеры, а волшебные. Если нарисовать что-то ими на тарелке и залить это изображение водой, то оно начинает оживать и двигаться по поверхности воды. Посмотрите, какая красивая бэйби-морковка и как у нее красиво шевелятся листочки. Она словно как живая. У меня даже получилось оживить маленький огурчик. Как вам? Иногда у меня не все получалось и происходили вот такие курьезы, но ничего не поделаешь, иногда такое случается, главное продолжать и не сдаваться. В этом опыте мы сделаем с вами лавовую лампу, но ее домашнюю версию. Для этого в воду мы добавляем олею и капаем краски разных цветов. Практически сразу капли краски начинают проникать в воду и образовывают вот такой невероятный узор. Это просто невозможно описать словами, на это нужно только смотреть. Думаете, это просто свечка? Нет, это магическая свечка. Если нарисовать что-то ручкой на бумаге, а потом поднести к этому волшебному огню, то изображение исчезнет. Но этот шпионский лайфхак можно спокойно раскрыть, используя простой карандаш. В действительности весь секрет вот в этой ручке, чернила которой исчезают, если их немножко нагреть. Все, что бы вы ни написали, можно спокойно убрать, используя огонь или даже трение. Эта ручка подходит для тех, кто любит делать заметки в книжках, а потом их убирать. Если вы очень любите оставлять заметки на холодильнике, то это очень хороший способ, чтобы сэкономить на их покупке. Для следующего мини-эксперимента мы используем вот такую монетку, на которую наливаем воду, которая держится только за счет поверхностного натяжения. А теперь с помощью шприца впрыскиваем внутрь краску. Просто посмотрите, насколько это красиво. И больше всего удивительно то, что делается все это на простой монетке. Следующий наш опыт будет с молоком, которое мы наливаем в миску, а потом внутрь тарелки капаем красители разных цветов. Берем ватной палочкой немножко моющего средства и окунаем в нашу тарелку. Краски начинают тут же расплываться в стороны и бурлить. Просто посмотрите на эти причудливые узоры. Они как будто оживают, как будто какая-то невидимая сила заставляет их двигаться и бурлить. Как вы думаете, если взять 2 стакана, добавить в них воду, а потом подкрасить разными красителями, при соединении вода смешается или нет? Как вы видите, вода не перемешалась. Это происходит из-за того, что красная вода холодная и она тяжелее, а зеленая вода теплая и она легче, поэтому они не смешиваются. Если отзеркалить этот эксперимент, то результат совсем другой. Зеленая теплая жидкость устремляется вверх, а красная холодная опускается вниз. В результате цвета перемешиваются. Более детально, как это работает, я напишу в описании к видео.
Пришла очередь натуральных красителей, которые мы будем добывать из синей капусты. Для того, чтобы его получить, нам нужно перебить капусту на блендере. Теперь полученный сок нужно разлить по стаканам. Справа налево у нас в стаканах простая вода, вода с содой, спрайт и в конце уксус. В результате мы получаем 4 стакана, в каждом из которых жидкость приобрела разные цвета. Если в стакан, где находится уксус, добавить жидкость, которая была во втором стакане, где находилась сода, то уксус начинает менять свой цвет и приобретает фиолетовый оттенок. И вот пришла очередь нашей розы, давайте же посмотрим на результат. Первые несколько часов ничего не происходило, но потом наша роза начала очень медленно окрашиваться в разные цвета, начиная с кончиков лепестков и опускаясь все ниже. Спустя 12 часов наша роза имеет вот такой вид. Она покрасилась в те цвета, которые мы для нее выбрали, и это просто невероятно. Я даже не ожидал на такой результат. Напишите в комментариях, какой из этих экспериментов вам понравился больше всего. Ваши лайки и комментарии очень нужны, ведь они позволяют моему каналу расти. Спасибо за просмотр и до следующей встречи!